Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам очень простой свитер. Он подойдет для новичков. Вяжется он очень легко. И он такой воздушный, пушистый. Пряжу я взяла самую обыкновенную. Мохер Ализе. Хочу попробовать с нее. Значит, здесь 25% мохера, 24% шерсти и 51% акрила. Таких у меня 3 мотка. Я уже начала вязание. Снизу вверх мы вяжем свитер по кругу. Значит, смотрите, как я высчитала. Этот свитер оверсайз. То есть он будет на размер где-то от 44 до 48, ну, размер подойдет. Спицы я взяла 4,5 миллиметра. Ними я вяжу все изделие, а резинка у меня на один размер спиц меньше, то есть 3,5 сантиметра. Резинка у меня обычная 1 на 1. Высчитываю петли. Для начала я связала образец. Сантиметров 10-15 можно связать. Потом берете линеечку и замеряете, сколько у вас петель. Вот вы связали кусочек, допустим, ну это я уже много связала, а вы вяжете небольшой кусочек, отрезочек. Связали вы сантиметров 10 и вот меряете линейкой и считайте, сколько петель у вас в 10 сантиметрах. Вот в 10 сантиметрах у меня вышло 16 петель спицами 4,5 миллиметра. Приблизительно я взяла окружность груди 120 сантиметров. Ну, это она должно, свитер будет свободный. Область свободная, будет свободный в движении и такой вот оверсайз, как сейчас очень модно и любят и подростки, и взрослые. Затем эти 120 сантиметров мы умножаем на количество петель в 1 сантиметре. То есть у нас в 10 сантиметрах 16 петель, значит в 1 сантиметре 1,6. 120 умножаем на 1,6. У нас вышло 192 петли. Я набираю 190 петель и одна у нас петелька дополнительная, чтобы сомкнуть изделие в круг. Набрали мы, сомкнули изделие в круг и вяжу 8 рядов резинкой 1 на 1 и спицы 3,5 миллиметра. Затем перевожу на спицы в 4,5 миллиметра и продолжаю дальше вязание этого изделия до проймы рукавов. Вяжу по кругу обычной лицевой гладью. И так вяжем по кругу обычной лицевой гладью за переднюю стеночку. Лицевая за переднюю стенку. Так по кругу постоянно вяжем вверх изделия до того момента, где у нас будут начинаться рукава. Я вяжу вверх 30 сантиметров, от резинки вверх 30 сантиметров. Потом буду разделять. Провязала я вверх 30 сантиметров. Теперь я буду разделять изделие на спинку и наперед. У меня всего 190 петель, значит я делю их пополам. Я отделяю, вешаю один маркер, это 190 на пополам, это будет 95. Значит, 95 петель у меня перед и 95 петель у меня спинка. Делю поровну. У вас может быть
другое число, так как спицы, если вы брали другие, если на 10 сантиметров у вас вышло другое количество петель, вы высчитываете сами. В начале видео я вам показала, как высчитывать. Так как у меня 190 петель, я поделила напополам. Вышло по 95 петель. 95 петель перед, 95 петель спинка. Разделяю. Когда изделие вы разделили, то будем вязать поворотными петлями туда и обратно. Это будет сначала перед, затем будем вязать спинку. Отсчитываю 95 петель и вешаю. Вот маркер у меня такой, что это у нас будет вперед, а дальше будет спинка. И продолжаю вязать до маркера обычными лицевыми. Дальше продолжаем нашу вязку. Вяжу все петли лицевые до следующего маркера. 95 петель у меня. У вас может быть другое количество петель, смотря сколько вы изначально набирали. Вы делите напополам и вяжете ровно половину. Это и будет половина вашего изделия. Я довязала 95 петель. Вот маркер. Остальные петли я не провязываю, а перебрасываю на нитку. Снимаю маркер и просто перебрасываю на нитку для того, чтобы они мне в процессе вязки не мешали. Переносим все на ниточку. Они нам сейчас не нужны, так как мы вяжем одну половинку. Итак, половина петель у нас на нитке и половина петель у нас на спице. Иголочка уже нам не нужна. В конце я завяжу узелочек, чтобы случайно не задеть с двух сторон. Можно их вообще соединить вместе. Все. Маркер нам уже не нужно, так как мы будем вязать только одну половинку. Все, разворачиваем наше изделие. Получается, мы вязали лицевые. Сейчас будем вязать изнаночные. У меня изнаночный ряд изделия. Мы развернули. Нитка у меня за изделием. Первую петлю мы снимаем. И дальше продолжаю вязать все изнаночные петли. 95 петель у нас изнаночные. Вяжем так до конца ряда. Обычная изнаночная петля. Последняя петля будет тоже изнаночная. Ну, кромочная петля будет тоже изнаночная. Видите, обычная изнаночная петля. С обратной стороны все лицевые. Довязываю до конца ряда. Последняя у меня петля кромочная, тоже изнаночная. Разворачиваю наше изделие и продолжаю вязать перед лицевыми. Снимаю первую петлю и вяжу все петли лицевыми.
продолжаем вязать перед изделием. Все петли лицевыми. Вяжем так до конца ряда. В конце ряда последняя кромочная петля будет изнаночная. Затем снова разворачиваем изделие и так продолжаем вязать изделие вверх поворотными рядами. Так, изделие нужно вывязать на нужную высоту. Это мы сейчас провязываем для пройм, для рукавов. Поэтому туда и назад вяжем, чтобы по бокам образовались у нас отверстия, в которых мы будем вязать рукав.